Всем привет! Вот хотел поставить маленький ролик насчет, как говорится, и смех, и грех, насчет нашего канадского Робин Гуда. Зовут его Джагмит Синг. Он индус, сикх. Если вы смотрели мои ролики про политические партии Канады, есть ролик про лицемерие лидеров, там уже говорится, в принципе, что от него можно ожидать. Но вот интересная тоже такая тема, более актуальная. Вот пару дней назад он там выступал в Твиттере, и не только в Твиттере, кричал, как он расстроен тем, что наше правительство не делает достаточно для бедных, и что надо продолжать, так сказать, забирать деньги у богатых и раздавать их бедным и так далее. Вот такой вот Робин Гуд у нас. Он считает себя коммунистом, хотя, опять же, я больше чем уверен, не знает вообще, что такое коммунизм. И единственное, что его как-то с коммунизмом связывает, это именно вот это вот призыв забирать деньги у богатых и раздавать бедным. Абсолютно тупая идея, только потому что мы живем в капиталистическом мире, и совсем понятно, что если вы начнете сейчас пытаться как-то обложить богатых более серьезным налогом, люди богатыми просто так не становятся, мозги есть, значит начнут думать, как убежать. Они сейчас пытаются не сильно много налогов платить, а если их начнут прижимать, начнут думать еще больше, могут перевести свои компании за рубеж, где будет меньше налогов и так далее, перекидывать деньги с компании на компанию. Есть много разных способов сделать так, чтобы, в принципе, платить как можно меньше налогов. И если они сейчас немного платят, они будут платить еще меньше. Так что идея в экономическом плане совсем тупая, но популизм, крики о том, что о помощи бедным и так далее, это в его крови. Самое интересное, чтобы вы поняли, да, и я смотрел в Твиттере, например, когда он это написал, что какое у нас плохое правительство, не думает достаточно о бедных и не забирает у богатых. Люди там начали писать ему, что, во-первых, парень, все это хорошо и понятно, а чё ты вообще кто? Расскажу чуть-чуть о нем. У него, неважно, сколько ему лет и так далее, все это можно найти, конечно, я могу вам рассказать, если будет интересно, но это абсолютно не важно. Важно то, что его чистое состояние на сегодняшний день составляет от 3 до 5 миллионов долларов Америки. И люди там начали писать, даже не трогая его чистое состояние, сказали ему, что, слушай, пацан, всем известно, что у тебя есть коллекция роликсов. Минимальная цена роликса это около 5800 долларов американских. И он очень часто их меняет, каждый раз он выступает, у него то такие роликсы, то такие, понятно, что у чувака коллекция. Ну и костюмчики у него за пару тысяч долларов, И они начали ему говорить, что ты к кому себя причисляешь, к бедным или к богатым, все-таки, от 3 до 5 миллионов долларов американских чистое состояние, это совсем не бедный парень, даже не средний класс. И роликсы носить на руке каждый раз другие тоже, средним классом это не назовешь. Такая интересная, такой курьез, например, у нас в политике, что человек, который абсолютно не является бедным, уже столько лет в политике и ничем толком не занимается серьезным, кроме как вякать по телевидению не только. И он имеет такое бабло, хочет раскулачивать богатых. Я думаю, если так посмотреть в зеркало, то, наверное, раскулачивать надо сначала его. Многие люди тоже ему там писали, что пацан, ты там говоришь о бедных, богатых, да, но с 1 апреля должны накинуть так слегка зарплатки депутатам. Простым депутатам там что, около 1000 долларов в месяц. Тем, которые министры, 1500 долларов. И, премьер-министру надо 2 накинуть. Как же, он же бедняга платит за бензин, который так растет по сумасшедшему. Вы понимаете, у него же не оплачивается ничего за счет страны. За бензинчик он платит сам, наверное. Надо накинуть ему пару тысяч. Кушает он, кушать не может, у него не хватает денег и так далее. Такая тема интересная, что с одной стороны он кричит, давайте бьем богатых, забираем деньги, отдаем бедным, а сам является богатым, причем, опять же, не средним классом, а именно богатым. И то, что им поднимают зарплаты сейчас, и так не маленькие.
и еще поднимают вот так слегка так на $1000, да, чтобы вы поняли, минимальная заработная плата в Канаде, ну, в среднем где-то около $2000 в месяц, да. Некоторые даже зарабатывают чуть меньше, сейчас я вам скажу, прикину. Ну, где-то, да, порядка $2000, 2 с копейками, 2200 или что такое. Вот. А им накидывают депутатам зарплату, на ихнюю зарплату еще $1000. Как вот половина месячного минимального заработного платы накидывают им как компенсация за то, что растут цены на инфляцию. Вот, и они накидывали себе зарплаты в течение пандемии каждый год, как часы. Вот так вот. Посмотрел он на свой Rolex, говорит: ребята, давайте накинем зарплату, пора пришла, пора накинуть зарплату. Вот, ну, дело же не только в этом, ладно. То, что он лицемер, то, что он порит всякую чушь, это уже многие поняли, даже канадцы, даже простые канадцы, как бы есть там мелочь, которая его поддерживает, но в принципе в большинстве своем как бы все прекрасно понимают, что он только говорит и нифига делать не будет, и ну как бы и силы у него как таковой нету. Но вот кроме всего этого, кроме того, как он наехал на правительство, причем были комментарии в Твиттере тоже, когда люди говорили: слушай, ты наезжаешь на правительство, но ты их поддерживаешь, ты как бы поддержал их, чтобы они ввели чрезвычайный акт против демонстрантов, а что как бы, ну, сейчас вот прошла новость, вчера, сегодня уже все новости про это говорят, что вот новая демократическая партия с Робин Гудом, да, они подписывают, сейчас вот они работают над сделкой, подписывают сделку, да, это выглядит смешно, как бы у нас демократическая страна, но вот есть такая сделка, которую они сейчас пытаются подписать с либералами, с Трудо, что тот им что-то даст, а они для их платформы, как бы, чтобы показать избирателям, что они хоть что-то сделали, они за это будут поддерживать его на всех голосованиях, которые будут критическими, что там или проголосовали как бы за законопроект, или приходится делать новые выборы. Есть такие несколько критических голосований в Канаде. Вот. И они будут их поддерживать до 2025 года, когда следующие выборы, вот они будут тупо за них голосовать «да». Вот такая вот интересная тема, как бы вы же понимаете, это получается уже супердемократия у нас капиталистическая, которая вот люди ходят, голосуют, выбирают партии, выбирают лидеров, чтобы те проталкивали свои платформы, а там начинается вот эта вот сделка за закрытыми дверями, хотя не очень закрытыми, потому что об этом уже все знают, и никто как бы не пытается возмутиться или сказать, что, ребята, а что это такое вообще, что за рынок? Ты мне, я тебе, ты мне и так далее. Вот. Ну, к смешным новостям добавлю вот еще вот товарищ Трудо наш едет сейчас опять. Он был неделю назад, ему не хватило, он едет опять в Брюссель сейчас, встречаться с лидерами. Как он сказал в Твиттере, он едет встретиться, чтобы работать дальше на защиту демократии. Ну, как бы мы уже понимаем, какая у нас демократия, и тут тоже вот интересные комментарии. Я всегда стараюсь читать как бы более-менее интересные комментарии. Просто смешно как бы иногда, что люди говорят. Вот там кто-то написал, что эй, какая демократия, у нас нет демократии, может ты сначала сделаешь демократию в Канаде, а там ему другой отвечает: да, вот тебя надо послать в отпуск на пару месяцев в Россию, и ты поймешь, что такое, что у тебя тут демократия. Ну, я ответил, как бы, ну, я иногда не сдерживаюсь, да, ну, довольно часто не сдерживаюсь, отвечаю, пока меня еще не заблокировали, но очень может быть, что заблокируют в Твиттере. Я просто ответил и сказал, что слушай, в России диктатура, но Путин как бы не сильно скрывает этого, да, в то время как в Канаде у нас демократия настоящая. Но если посмотреть на именно действия наших правителей, да, вот в России мнут демонстрации, серьезно так арестовывают людей, и у нас мнут демонстрации, оказывается, вот лошадьми разгоняли, слезоточивым газом, счета у нас закрывают тем, кто дают пожертвования на какие-то мирные демонстрации и так далее. Вот такое, как бы, цензуру нам сейчас Трудо пытается впихнуть в интернет. Они уже позакрывали все источники информации, которые идут, например, с России, чтобы люди не могли видеть, не дай бог, пропаганду России. А сейчас он собирается еще в интернете
для защиты собственной демократии, как он сказал, канадской демократии, он собирается вести цензуру в интернете, что типа такие, как я, которые там что-то могут написать в Твиттере, чтобы нас могли забанить и даже привлечь к ответственности. Вот такая вот у нас демократия, красивая на бумажке. И как бы я вот так ему и написал, что послушай, у нас тут вводят сейчас цензуру на интернет, у нас мнут демонстрации, разгоняют насильственные демонстрации, то все. Так как бы какая демократия, про какую демократию он едет говорить в Брюсселе вообще? Ну, стыдно, слушайте, посмотри на себя в зеркало, какая демократия, ты уже давно не демократ, ты уже давно диктатор. Ребенок, проснись вообще. Человек, который никогда в жизни пальцем не пошевельнул, чтобы сделать какую-то работу физическую, которого не удалось вообще абсолютно ничего. Даже вот учитель драмы, он был так себе, средненький. Вот. Ну вот такая вот, такие вот смешные истории, с которыми мы просыпаемся в Канаде утречком, так сказать, чтобы нам было веселее начать наш день, чтобы скучно не было. Ну, надеюсь, у вас будет хороший день, с хорошими новостями. Иногда даже плохие новости из-за того, что они смешные просто, могут как-то поднять настроение, потому что вы почитаете и похихикаете. И вот так вот у нас, в принципе, происходит, как бы понимаешь, насколько абсурдно это все, но абсурдно до такой степени, что можно посмеяться, как бы, и вот как-то настроение может подняться чуть-чуть. Удачи, всего хорошего, увидимся дальше.